Всем привет! Сегодня хочу показать вам, как связать вот такой вот красивый узор. Мне он очень понравился, смотрится эффектно. Можно связать джемперок, свитер, пуловер, все, что захотите. Вяжется очень легко, запоминается узор очень быстро, ничего сложного нет. Смотрится эффектно. Значит, про количество петель. Раппорт узора у нас. Вот он здесь. Вот это его часть. Получается, составляет она всего лишь 12 петель в ширину и 6 рядов в высоту. 12 рядов в высоту. Все изнаночные ряды мы вяжем по узору, то есть изнаночными петельками. Все лицевые вяжем по схемке. Схемку я вам обязательно вставлю. Что еще? Если вы будете вязать прямым полотном, то для симметрии добавите одну кромочную петельку в начале ряда и по 2 петли кромочные. То есть всего 12 петель наш раппорт, плюс 1 для симметрии и плюс 2 кромочные петли. Если вы будете вязать по кругу, никаких петель дополнительных мы не добавляем. Все очень просто. У меня здесь 1, 2, 3, 4 раппорта. Получается. Первый ряд, ничего сложного. Первый ряд у нас идет, мы вяжем просто лицевые петли. Все. Провязываем лицевые без каких-либо изменений. И последняя петелька кромочная, изнаночная, ее провязываем. Дальше второй ряд, это у нас изнаночная сторона. Здесь тоже все очень просто. Все петли провязываем по узору, то есть изнаночные петельки. И вот уже начиная с третьего ряда мы будем вывязывать наш узор. То есть вот эти вот дырочки. Так, смотрите, значит, каким образом. Первая петля у меня кромочная, я ее снимаю. Вторая петля у меня здесь она для симметрии, я ее провязываю лицевой. И вот это вот наша следующая уже идет, это у нас будет первая петля нашего узора. Наш узор начинается с накида. Первая петелька это накид. Дальше идет 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 4 лицевые провязали. Теперь нам нужно будет провязать 3 петли вместе. И чтобы наша вот эта вот средняя петелька из 3 была наверху. Для этого я 2 петли снимаю, переодеваю их таким образом, чтобы средняя петля у меня была наверху. Дальше завожу спицу сразу за 3 петельки и провязываю лицевой петлей. Дальше вяжу опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Делаю накид и лицевая петля. Все, 12 петелек наших первого нашего раппорта закончились. Вяжем второй раппорт. Начинаем опять с накида. Накид. 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Опять нужно провязать 3 петли вместе, но для этого поменять петли местами. Поменяли местами, провязываем 3 вместе. Опять 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид и лицевая. Ничего сложного. И повторяем так до конца ряда. Провязываем. И дальше уже скажу, что мы будем делать. Все, провязала я третий ряд. Теперь вяжем четвертый. Четвертый ряд мы вяжем по узору. Ну, здесь все петли у меня идут изнаночные. Здесь особо нет никакого узора, просто все петельки идут изнаночные. Вяжем без изменений. Изнаночными петлями наш четвертый ряд.
Довязали 4 ряд, разворачиваемся, будем вязать 5 ряд. И здесь хочу вам сказать, значит, смотрите, у нас идет вот 3 ряд, 5 и 7. Они все вяжутся одинаково. То есть сейчас 5 ряд я буду вязать точно так по узору, как 3. Дальше развернусь, 6 ряд провяжу изнаночные петли, 7 ряд провяжу точно так, как 3 и 5. Опять провяжу 8 ряд изнаночными петельками, и мы уже с вами встретимся в 9 ряду, когда там будут изменения в нашем узоре. А так вот все 3 ряда, 3, 5 и 7, мы вяжем абсолютно одинаково. Так что давайте свяжем их самостоятельно, а уже 2 последних, 9 и 11, я присоединюсь к вам и покажу, как мы будем вязать. Все, довязала я 8 ряд. Вот у меня получается 1, 2, 3. 3 дырочки вот такие. Это мой 3, 5, 7 ряд. И 8 изнаночный был. Сейчас будем вязать 9. Это вот эта вот дырочка. Ничего сложного, просто сместится наш узор всего лишь на одну петельку лицевую. То есть каким образом? Это 9 ряд. Кромочную снимаю, лицевая петелька, это моя петелька для симметрии. Теперь я провязываю лицевую петлю, это моя первая петелечка уже узора. Так, делаю накид, вяжу 3 лицевые, 1, 2, 3. И опять здесь меняю петельки местами. Провязываю их 3 вместе. Опять 3 лицевые, 1, 2, 3, накид. И вот здесь у меня получается в конце моего раппорта должно быть 2 лицевые, 1 и 2. Вот таким вот образом. Дальше опять начинаю новый раппорт. То есть это у меня 1 лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3, 3 петельки вместе. Меняю их только местами. Провязываю. И опять 1, 2, 3 накид, 2 лицевые. Все, вяжем так до конца ряда. Этот 9 и 10 изнаночный вяжем без изменений по узору. Встретимся в 11 ряду. И будем вязать наш предпоследний ряд узора, 11. Значит, каким образом? Кромочную снимаю, петля для симметрии у меня лицевая, 2 петли, первые провязываю лицевыми, делаю накид, опять 2 лицевые, здесь то же самое, 3 вместе, но для этого меняю их местами, провязываю вместе, опять 2 лицевые, 1, 2, накид и 3 лицевые, 1, 2, 3. Вот таким вот образом. Дальше опять повторяю все то же самое. Начало моего ряда. Начинаем его. 1, 2 лицевая, накид, 1, 2 лицевая, 3 вместе. Провязываем. Две лицевые, 1, 2, накид и 3 лицевые. Закончили. И опять повторяем все то же самое до конца ряда. И провязываем 12 ряд изнаночными петельками. Все, довязала я 12 рядов. И вот такая красота получилась.